Ну, для меня счастье понятие растяжимое, знаете. Проводить время с семьей, выполнять, наверное, какие-то поставленные цели, задачи и вообще в целом получать вот от жизни какие-то приятные, положительные эмоции, и это уже есть счастье. Есть много людей, которые делают меня счастливой, и от этого я счастливый человек. Это многогранное чувство какого-то самоудовлетворения, когда все в жизни вроде бы наладилось, и ты не чувствуешь долгов, наверное. В общем, это очень сложное понятие, которое, наверное, не поддается такому простому объяснению. Я учусь там, где мне нравится, я занимаюсь тем, что мне нравится. У меня в целом все хорошо. Почему нет? Почему я несчастлива? Ну, счастье — это когда на соревнованиях понимаешь, что сделал все прыжки и начинаешь просто кайфовать в дорожке и в оставшейся части программы. Это настоящее счастье. Радость — это, наверное, просто такое чувство поменьше, чем счастье. Радость можно испытывать каждый день, а счастье — это что-то более глобальное, мне кажется. В данный момент счастье я испытываю от того, что нахожусь здесь, нахожусь на этих соревнованиях и буду выступать при большой публике. Счастье для меня в разных сферах. Это, например, в фигурном катании, это когда у меня все получается, все прыжки, когда я хорошо откатала программы. А в жизни я рада, что у меня все родственники здоровы. Меня радует мой племянник Марк. Я очень сильно люблю детей. И даже их нелепые какие-то попытки встать, это даже то же самое смешно очень. И когда он лезет к тебе на руки тоже, это очень мило, и для меня это выражается как счастье. Счастье — это всеобъемлющее чувство, и радость — это немножко потусклее, чем счастье. 2 чистых проката на этапах Гран-при. Все, что нужно для счастья спортсменам. Счастье — это ощущение удовлетворения от удачных соревнований, от хорошо сделанных прыжков, много от чего. Просто от любви, что меня любит семья от этого. Ну, когда ты рад, доволен всем, у тебя в жизни все хорошо, и ты себя чувствуешь прекрасно. Для меня счастье — это такое внутреннее ощущение того, что в твоей жизни лучше сейчас ничего больше не может быть. То есть вот настолько все хорошо, ты ощущаешь такую прям легкость, как будто по облакам плаваешь. Счастье — это когда на тренировках все получается. С родными вижусь, с друзьями. В школе оценки хорошие. Когда прокаты выходят идеально чистыми. Это заряжает на весь день. Когда я со своими котами играю. У меня есть один большой кот, ему 5 лет в этом году, и другой маленький, родился в этом году, и они, когда постоянно дерутся, их нужно разнимать. Они как мои дети. Очень большой смысл можно. То есть счастье может быть в каких-то маленьких дозах. После соревнований что-нибудь вкусное съесть. Злилась на этой тренировке на себя, потому что не могу за всем уследить, что-то могу не доделать. Невнимательность, нет сосредоточенности на том, что я делаю. То есть я могу ехать и думать о другом, и появляются другие ошибки. То есть слежу за одним, появляется другое, и за всем злюсь из-за того, что не могу за всем уследить. Кровь закипает, очень хочется закричать или что-то сделать такое, прям, не знаю, руками махнуть, ногами потопать, но ничего из этого я не делаю, потому что, не позволяю себе. Последний раз злилась, наверное, вчера вечером, потому что не смогла себя заставить неделю назад начать переключаться на время в Красноярске из-за того, что я имею много домашних заданий по учебе, и, в общем, оно в целом не очень сильная злость, просто в чем это проявляется, собственный монолог в голове, то, что, господи, почему нельзя было об этом подумать заранее. Внешних проявлений, наверное, не очень много. Я скорее это все скрываю, могу посидеть, позалипать в какую-то одну точку и потом отойти просто от этого. Я отходчивая в целом. Часто злюсь на себя из-за того, что
могу что-то не доделать на тренировке, что-то не додержать. Просто так на себя могу злиться. Чаще я злюсь сама на себя, ну, естественно, на тренировках за какие-то невыполненные, наверное, поставленные задачи. Для меня на данный момент это уже как я начинаю на себя злиться, что вот нужно прям идти вот с первого раза все делать. Не, ну бывает, я злюсь, конечно, еще на брата, на сестру, потому что когда я просыпаюсь в выходной от криков оров, ну, не очень приятно. И я просыпаюсь вот так вот. Беру телефон и начинаю писать маме, говорить: мама, поговори, пожалуйста, со своим сыном, дочерью, чтобы они больше не орали по утрам. А потом сама встаю и говорю спасибо за то, что дали поспать в выходной. Злость — это когда на тренировке не получается прыжок. В основном, зачастую, говорю себе так спокойно, иду делаю. Назло себе же. Я редко чувствую злость. Даже на тренировках редко. Даже если что-то не получается. Понятно, злость все равно присутствует, но чем ты спокойнее, тем ты увереннее, я так считаю. Нужно просто понять, что злость не поможет. В каких-то ситуациях просто ты позлишься и больше разнервничаешься, и не будет ничего получаться, от чего ты злишься. А если ты успокоишься, просто осознаешь ситуацию, поймешь, как все решить, и все получится. Чаще всего злость бывает на себя, когда не могу собраться. Пытаюсь в моменте остановиться, сделать глубокий вдох-выдох и успокоиться. Обычно на тренировках у меня злость, но очень редко. Я, понятно, не ору, я могу топнуть, как-то что-нибудь сказать, когда не получается прыжок. А если дома, то могу поорать. Последний раз на тренировке дома, когда не получался каскад, злилась от того, что не могла взять себя в руки и найти в себе силы на то, чтобы собраться и сделать. Наверное, ударить борт рукой, ногой лед тоже могу. В последнее время стараюсь держать себя в руках, сделать глубокий вдох-выдох, пойти и переделать. Бывает злость саму на себя, то, что вот что-то я не доделала, вот я могла это сделать. Злость в основном она у меня в себе, то есть я не передаю это наружу. Вот. В основном это дома вечером бывает. Посижу, подумаю и все. Ну, на тренировке, когда не получался прыжок какой-то, я могу начать, не знаю, говорить, что это все ужасно, что я прыгаю как-то все не так. Короче, я начинаю на себя очень сильно злиться. Двойку несправедливо мне поставили. Но я зашла в электронный журнал, смотрю, у меня стоит двойка. Я думаю, почему, за что? Пошла к учительнице, она мне сказала: надо ходить на уроки все и все. Сказала, у меня освобождение есть. Но я не прогуляла урок, я просто была на тренировке. Было даже, наверное, обидно. Но и зло тоже, конечно, присутствовало. Последний раз страшно было, когда я писала пробный экзамен по химии и биологии. Вот тогда было страшно. Последний раз мне было страшно, когда мне приснился сон, что уже начала 6-минутная разминка, а я еще даже коньки не завязала. Закончилось тем, что я проснулась, но, по-моему, на разминку я так и не успела. Я очень долгое время не чувствовала прям такого страха, не могу сказать точно, когда я его последний раз чувствовала. Не сказала бы, что бесстрашно, но просто ко всему проще отношусь. Когда мы вот сейчас чуть на автобус не опоздали перед жеребьевкой. На льду, когда я входила в четверной. Но это только на первую попытку. Я очень много думала, наверное, о падениях страшных всяких, поэтому стало страшно. Потом я один раз зашла, я успокоилась, и не страшно уже было. Когда не получается прыжок, страх есть, что он больше никогда не получится, но с другой стороны, ты должен всегда понимать, что ты не можешь потерять тот навык, который ты тренируешь изо дня в день. В основном перед стартами. Иногда все равно страшно выходить даже, и иногда трясет. Хочется все равно всегда кататься чисто, идеально, и не всегда это получается. Очень волнительный человек я. Выходить на такую арену, я тут впервые на таких соревнованиях, страшно мне.
Но опять же, наверное, страх прям испытываю, думая о том, что может что-то не получиться, и зная, что я могу это. Это странно, да, но от этого становится страшно, и начинаю вот копаться в себе. Но я такое не люблю, меня останавливают часто. Насекомых боюсь. Ну вот, вспомнила ситуацию, паука увидела, пауков боюсь. Я просто ушла из комнаты, где он был. Надо сразу сказать, что перед соревнованиями это не страх у меня, это волнение. А именно страх был, когда я прошлым летом с подружками из университета поехала на заброшку. Мы там увидели большую собаку и подумали, что это волк. Сразу решили, так, нам это не надо. Но потом она убежала, и все хорошо. Мы вернулись живыми.